Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о 3 предметах, которые вытягивают энергию из вашего дома. А когда происходит сбой среди энергии в вашем доме, это приводит к определенным неприятностям, проблемам и бедам в вашей семье. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца для того, чтобы владеть полностью этой важной и ценной информацией. Вы знаете, каждая из вещей, которая вас окружает, имеет свою энергетику. Есть предметы и вещи, которые подпитывают энергетику вашего дома, потому что они излучают положительные энергии, а есть наоборот, те, которые отбирают энергетику, отталкивают положительные энергии и этим самым нарушают особую энергетику вашего жилья. Поэтому очень важно сделать так, чтобы вас окружали только вещи с хорошей энергетикой. Ведь от этого зависит, спокойно ли вам будет находиться в вашем доме, хороший ли отдых у вас будет, какие сны вам будут сниться и какие отношения будут в вашей семье. Каждый из вас бывал, наверное, в таких домах, квартирах, попадая в которые хочется побыстрее из них выйти. Хочется их покинуть, потому что неприятно оставаться в такой квартире. Даже постоянно кажется, что за спиной кто-то стоит, становится неуютно и, возможно, даже бывало так, что вам тяжело дышать. А в других домах наоборот, приятно находиться, чувствуется прилив сил, поднимается настроение, получается расслабиться и хорошо отдохнуть. Эти ощущения происходят у вас уже на энергетическом уровне и зависят от того, какие энергии на том или ином этапе преобладают в вашем доме и окружают вас. Поэтому очень важно соблюдать все правила для того, чтобы окружать себя нужными и светлыми энергиями, чтобы потом, чем быстрее, не хотелось покинуть даже собственный дом. Не стоит заполнять свой дом большим количеством одежды. Люди, которые любят постоянно ходить по магазинам, скупать бездумно вещи, в большинстве случаев они несчастны. Такими действиями они притягивают к себе не только негатив, но и безденежье, так как бездумно избавляются от денег. Денежная энергия живет по своим правилам и никогда не придет к людям, которые не умеют с ней обращаться, которые не знают, как правильно тратить деньги, что они должны приносить эмоции счастья, а самое главное, что деньги нужно ценить. Вещи, которые вы покупаете, а затем не носите, лежат без дела, припадают пылью, на них проходит мода, а со временем они превращаются не только в бесполезный хлам, который занимает пространство, но и в энергетический балласт, который постоянно тянет вас назад. Мешает осуществлять какие-то новые планы, наполнять свою жизнь новыми приятными моментами и событиями. Также в вашем доме из-за того, что много вещей, все вокруг заполняют, заполнено или заставлено, и не получается циркулировать новым энергиям, поэтому негатив, который притягивает вещи, не заменяется другими энергиями. Часто люди хранят такие старые ненужные вещи под кроватью или в ней, чем во время сна окружают себя негативом и тем самым притягивают кошмары, бессонницу, что влияет со временем на эмоциональное состояние. Начинается депрессия, плохое самочувствие, а в дальнейшем и проблемы со здоровьем, которые переходят из одной в другую. Также не стоит собирать старую технику, ведь она может притягивать также негатив. Если ее можно починить, делайте это сразу. Если ремонту не подлежит, ей не место в вашем доме. Помните об этом. Все, что не рабочее, оно перекрывает поступление энергии, тем самым образовывает энергетический застой, который, окружая вас, принесет одни проблемы. Вы станете подвержены чужому взгляду, ваше биополе сможет разрушить любой человек, который хоть немного имеет еще более сильное биополе, чем у вас. У вас начнутся проблемы в различных сферах вашей жизни. Вы не сможете правильно или вовремя реагировать на проблемы, которые будут возникать вокруг вас.
Ко всему начнется апатия, вам не будет хотеться никаких жизненных перемен, вы просто начнете плыть по течению и принимать все неприятные события как должное, этим самым собирать и еще больше притягивать негатив к себе. Все это за короткий промежуток времени сильно, а возможно и кардинально изменит вашу жизнь не в лучшую сторону, поэтому у вас должно быть простое правило. Если вы не сможете использовать этот предмет, убедитесь, что починить его нельзя. Тотчас же вынесите его из дома и даже не задумывайтесь о том, что когда-то оно может вам пригодиться. Так никогда не будет, ведь со временем техника становится только более современной. Если на данном этапе вы не смогли с ней ничего сделать, дальше будет то же самое. Очень опасно держать в доме остановившиеся часы. Они способны полностью разрушить энергетику вашего дома и жизни тех, кто в нем живет. Поэтому все-таки не стоит рисковать, эта вещь не будет стоить тех последствий, которые из-за нее произойдут. Вы должны понимать, что вы настраиваетесь на то, что если уйдет старое, то на его место обязательно придет что-то новое. Вам так будет проще расставаться со старыми вещами. Это очень просто. Попробуйте, и вы удивитесь, сколько хорошего вы себе ранее лишали, когда собирали, например, те же старые вещи или какие-то бэушные предметы. Также не стоит накапливать и много посуды. Это также ни к чему хорошему не приведет. В доме должно быть 2 сервиза. Один повседневный, другой праздничный. Привычка скупать чашки по одной, либо по несколько тарелок, которые своим разнообразием в современное время просто удивляют, очень плохая. А если у вас есть непарные предметы посуды, это притянет сильные проблемы в семью, конфликты, ссоры. Поэтому, чтобы не рисковать, вы должны обязательно соблюдать правила того, что в тарелках, в чашках, в столовых приборах должна быть обязательно пара. Если вдруг что-то разбилось, выкиньте еще одно. Если нет возможности заменить, а если есть возможность, купите пусть недорогой сервиз или набор, но важно, чтобы он был новый. Таким образом, вы энергетику дома сохраните и положительные эмоции от новой покупки получите, и светлые энергии еще притянете к себе. Если у вас очень много посуды, которой вы не пользуетесь, продайте ее или отдайте людям, которые действительно нуждаются в такой посуде. И вы тем самым сможете совершить хороший поступок, который поможет вам также притянуть в свою жизнь нужные вам энергии, а с ними и приятные события. Также постарайтесь отказаться от привычки скупать то, что вам не нужно, потому что этими действиями вы обезопасите себя от моментов, с которыми нужно потом думать, что же делать, для того, чтобы выйти из данной ситуации и решить ее. Окружайте себя вещами, которые требуются вам для комфортной жизни. Чаще меняйте их, покупайте более дорогие. Таким образом вы будете окружать себя только нужными энергиями. А вот накапливая хлам, кроме неприятностей и проблем, которые будут постоянно только возрастать, вы ничем хорошим себя, к сожалению, не окружите. Запомните, вещи должны служить человеку и делать его жизнь намного комфортнее, а не человек вещам и заполнять свое пространство ними, так, чтобы ему было неудобно. Но считалось, что у него много всего. Это иллюзия, которая приносит вам вред. Помните об этих советах.